Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где есть ответы на любые ваши вопросы, есть инструменты для улучшения жизни, ну а также и все инструменты для исполнения желаний в помощь вам. Помните, что в принципе-то все в ваших руках, только вы можете решить, что делать с вашей жизнью, если она вам сегодня не нравится. А если она не нравится, значит, ваше подсознание дает вам ситуации, мысли, эмоции, которые привлекают вот то, что вам не нравится. И изменить это можете только вы. На канале инструменты, которые могут помочь изменить именно то, что находится в вашем подсознании, потому что очень часто мы даже не осознаем, что у нас именно в подсознании. Поэтому дерзайте, думайте, потому что вы хозяин своей жизни, и только вы можете принимать ваши решения. Если вы даже пытаетесь обвинить кого-то, найти виноватого в том, что происходит, это, во-первых, могу точно сказать, вам не поможет, ну, а во-вторых, не изменит ситуацию. Ведь виноватые, именно вот эта тяжесть виновности, она все равно на вас. Человек, которого вы считаете виноватым, даже этого не осознает. Помните об этом. Поэтому лучше простить, отпустить, ну и так далее. И изменить свое отношение прежде всего к себе, ну и, соответственно, когда вы меняете отношение к себе, отношение всех окружающих, мира, Вселенной, меняется к вам. Сегодня, как и каждую неделю, основное в ближайшую неделю, сейчас это стихия воздух, близнецы, весы и водолеи. Помните про акцендент. Он влияет на ваше состояние, соответственно, он влияет на ваши эмоции, мысли и влияет на то, что с вами происходит. Поэтому я всегда советую, смотрите свой знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента. В конце видео, как всегда, 3 карты на исполнение желаний и, соответственно, часто дополнительный совет, что же сделать для того, чтобы улучшить ситуации. Ну а сейчас, как всегда, мои дорогие, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно же, улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает вашу жизнь. Вы же знаете, мы улыбаемся, когда происходит что-то хорошее. И чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок вы получите. Помните об этом. Я начинаю. Надеюсь, вы уже улыбнулись. Начинаем мы с близнецов. Основное, на что обратить внимание близнецам в ближайшую неделю. Борьба. Борьба, можно сказать, прежде всего с самим собой, ну и с ветряными мельницами. Раздражение и ощущение, что весь мир виноват в том, что у вас что-то не будет получаться. Это состояние никогда не помогает, оно приходит к нам, потому что мы все-таки не совсем понимаем, что все, что происходит, мы притягиваем сами. И, соответственно, мы ищем виноватых, мы ищем, на кого скинуть ответственность.
Вот что будет происходить с вами, с вашим внутренним состоянием в ближайшую неделю. Можно ли этого избежать? Да, можно. Но для этого нужно изменить свое отношение, так как я сказала в самом начале видео, изменить свое отношение к ситуации, к людям, и тогда ситуация повернется к вам другой стороной и изменится отношение людей к вам. Если кого-то интересует здоровье, придется обратиться к врачу. Скорее всего, сами вы не сможете выйти из этих симптомов, которые вас будут беспокоить, но, опять же, ваш внутренний настрой может помочь тоже. А дальше вы все-таки выбираете сами. Это ваш выбор, и вот то, что вот эти ощущения будут именно выбраны вами. Вы почему-то захотите выйти на тропу войны. И опять же, помочь это вряд ли вам сможет. Если хотите этого избежать, все-таки придется взять ответственность за свою жизнь на себя, и тогда и ситуации другие будут вас посещать. Весы. У вас очень насыщенная неделя, в которую для тех, кому интересно это, для кого это актуально, неделя экзаменов, неделя зачетов, неделя тестов, и если вы не учитесь, то неделя отчетов. Видимо, будете собирать информацию и создавать отчеты. Это для тех, кого это интересует, это именно рабочий процесс. Если у вас свой бизнес, то в принципе очень похоже, то же самое. Надо будет делать какие-то отчеты, надо будет собирать какую-то информацию и смотреть. Вот тут, если у вас свой бизнес, как я понимаю, посмотреть, что произошло уже произошло в ближайшие несколько месяцев, полгода, год, и собрать всю информацию о доходах и расходах. Больше всего я вижу это. Также, если вас интересуют кредиты, суды и ипотеки, это неделя, в которую было бы здорово этим заняться. Но для того, чтобы вы смогли продуктивно этим заняться, вам нужно собрать тоже информацию, скорее всего, которую требуют организации от вас, для того, чтобы решить, или вы получаете эти суды, эти кредиты, ипотеку, или не дать. Видимо, некоторые из вас будут планировать какие-то большие покупки. Вот что самое основное. И водолеи. Самое основное, на что обратить внимание в ближайшую неделю. Тут могу сказать, обратите внимание на женщину. Эта женщина старше 45, волосы светлые, глаза светлые. Женщина эмоциональная, женщина нежная. Вот такое ощущение, знаете, вот как у нее пластика кошки, насколько я это вижу. Для тех, кого интересуют мальчики, новые знакомства, если вы старше 45, женщина будет вашей ровесницей, может быть даже на год младше. Если вы младше 45, эта женщина будет однозначно старше вас. Ожидает встреча, знакомство с такой женщиной. Скорее всего, вы обратите на нее внимание. Если
кто-то из вас узнал в этой женщине свою, кстати, стихия вода, это раки, скорпионы и рыбы. Вот если ваша вторая половинка, girlfriend, знакомые есть именно вот, которые подходят по описанию, то ожидает встреча с этой женщиной. Ну, а если мы не говорим о межличностных отношениях, это неделя будет открытие себя миру. Будут происходить ситуации, которые будут вам импонировать, и вы, соответственно, будете больше открываться для того, чтобы двигаться вперед и достигать чего-то. Изменений в материальной сфере в ближайшую неделю я не вижу. Вижу только ваши стремления, и действительно вот будете делать что-то, что вас вдохновляет. Это не обязательно работа, карьера, бизнес. Это может быть и что-то, как ваше хобби, и вы посвятите какую-то часть времени в ближайшую неделю именно тому, что вас вдохновляет. Ну и общий совет для стихии воздух. Общий совет для стихии воздух: не бойтесь ничего нового, не бойтесь неизвестности. Главное, относитесь ко всему легче, к жизни относитесь больше как к игре. Даже самые серьезные вопросы, если их решать без важности, вот у Вадима Зеланда очень хорошо развита тема именно важности. Когда мы завышаем важность, мы не получаем то, чего мы хотим. Мы не можем получить тот ответ, который мы бы хотели получить по той простой причине, что когда мы хватаемся за ситуацию мертвой хваткой и слишком серьезно, мы просто отдаляем решение. И, соответственно, когда мы хватаемся, это излучает нужду. А вот когда нужно, то тогда мы излучаем отсутствие. И вот если мы излучаем отсутствие, мы его и получаем. Поэтому легче относитесь к ситуациям, не бойтесь нового, не бойтесь неизвестности. Если что-то неизвестно, вы найдете ответ на вопрос, и вы откроете для себя это новое. А это прекрасно. Вот такая интересная неделя. Единственный, вот кому я могу как бы пожелать удачи, удачи я желаю всем, я имею в виду терпения и действительно изменений в своем состоянии, это близнецы. У остальных у вас все довольно-таки гармонично. Кстати, еще что могу сказать близнецам: вы порывисты, но все-таки ситуации будут меняться быстрее, чем вы того бы хотели. И это тоже может вызывать у вас раздражение. Ну а теперь загадывайте желание. И мы сейчас посмотрим, что же произойдет с вашими желаниями. Близнецы, не переживайте, не раздражайтесь, не боритесь. Вас ждут счастливые перемены. С жизнью надо не бороться, а принимать ее и плыть по течению для того, чтобы прийти к счастливым переменам, предвкушая эти перемены. И ваше желание, кстати, исполняется. Весы. Будьте настойчивы, не останавливайтесь на полпути или иногда в шаге от успеха. Все-таки бейте в одну точку, предвкушайте результат, и все будет здорово, и ваше желание тоже исполнится. Водолеи. Да, ваше желание исполняется, тут даже мне нечего
больше сказать. Будьте более открыты, будьте более, скорее всего, вы аналитики, но иногда нужно хоть чуть-чуть включить эмоций, и особенно позитивных эмоций, и тогда все происходит шикарно и прекрасно. Ваше желание исполняется. На сегодня все. Я, в свою очередь, желаю вам счастья по умолчанию. И помните, что счастье – это состояние души, и не зависит оно ни от каких внешних обстоятельств. Научите себя ощущать счастье, и тогда будет постоянная белая полоса. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, а выходят они каждый день. Ставьте пальчик вверх. Это, можно сказать, возврат моей энергии и помогает продвигать видео. Комментируйте, пишите ваши вопросы, на которые я буду снимать видео. Ну и, конечно же, делитесь моими видео с родными, близкими, друзьями. Это тоже помощь мне. Благодарю вас за донаты, и это помогает в развитии канала. А на сегодня все. С вами была Женя. Увидимся завтра. Люблю вас, мои дорогие. Пока.